Здравствуйте, дорогие друзья! Я снова рада с вами встретиться. И сегодня хочу вам предложить выполнение вот такого прекрасного браслета. Оливковые бусины 10 миллиметров в окружении желтых граненых бусин 6 миллиметров. И смотрятся они как окруженные янтарем. Очень шикарно выглядит браслет в этом плетении. И взяла застежечку я покрупнее, так как браслет объемный. Но несмотря на то, что он объемный, 2 сантиметра где-то ширина его, и за счет этого он выглядит великолепно. И удобно тем, что звенья хорошо сгибаются, браслет хорошо ложится на ручку, потому что между звеньями идет только вот биконус, и он просто закрывает леску и пробелы между бусинами, а движению он не мешает. За счет этого браслет очень удобен, и я думаю, в носке он будет тоже практичным, не только красивым, но и практичным. Поэтому, если вам понравился этот браслетик, я предлагаю вам подписаться на канал, кто не подписан, и давайте приступим его выполнять. Для браслета я взяла бусины 10 миллиметров оливкового цвета. Взяла бисер номер 10, тоже оливкового цвета. Хорошо так подходит и подчеркивает бусины. Также я взяла бусины граненые, желтенькие, 6 миллиметров. И мне их нужно для браслета 48 штук. У меня их только 40, поэтому я взяла еще 8 штук подобных. Они чуть больше и посветлее, больше переливаются. Ну, я поставлю в центре их, и они будут смотреться как оригинальная отделка. Дальше еще я взяла биконус, тоже оливкового цвета, на отделочку где-нибудь, я думаю, я их поставлю. И бусины или бисерины номер 6, 3 миллиметра. Они темно-коричневые, внутри прокрашенные коричневым перламутром. Тоже как бы подходят и под желтое, и под оливковое. Застежечку я взяла такая красивая. Браслет будет объемный, и застежку взяла тоже я такую покрупнее. 2 иглы номер 12 и мононить. И первый ряд я проплела уже, как вы видите. У меня получилось 12 звеньев. Я брала нить 1,2 метра длиной и опускала на середину нити одну бусину. Дальше на каждую иглу набирала по одной бусине и делала перекресток в следующий. То есть получался как четырехлистничек или крестик. И дальше я так продолжала. У меня получилось 12 крестиков, которые я буду сейчас красиво оформлять и делать отделку на них. Второй ряд мы будем возвращаться. Вот ниточка у нас идет 1 и 2 из оливковой бусины. И мы теперь на каждую иголочку надеваем бисеринку и возвращаемся тем же ходом, только назад. Проходим в эту оливковую бусину, следующую берем и в перекресток. И второй иголочкой также проходим. И так весь ряд. Прошли весь ряд, добавили бисерины возле каждой бусины. И у нас нить снова выходит 1 и 2 из оливковой бусины. Теперь мы иголочкой возвращаемся в бисеринку. Вот так.
В процессе плетения я поменяла бисер номер 6 коричневый 3 миллиметра на обыкновенный такого же цвета коричневый бисер. И теперь у нас иголочка выходит из бисеринки. Мы набираем желтую бусинку, 2 коричневых, оливковую бисеринку, 2 коричневых и желтую. И проходим напротив в бисерину с другой стороны бусины в эту бисеринку и возвращаемся назад в желтую и в одну коричневую. Вот так. Подтянули, и у нас сначала идет украшение нашего четырехугольничка. И нам нужно теперь, чтобы в каждом уголочке была желтая бусина, и между ними было 5 бисерин, по 2 коричневых, золотая, оливковая и 2 коричневых. Поэтому у нас вот одна коричневая есть. Теперь мы набираем еще одну коричневую, оливковую бисеринку, 2 коричневых и желтенькую. И соединяем теперь с этой бисеринкой, вот так проходим, возвращаемся назад также в желтую и в одну коричневую. И у нас также получилась сторона, в которой у нас 2 желтых бусины и 5 бисерин. И теперь снова также набираем одну коричневую бисеринку, одну оливковую и 2 коричневых с бусиной. И соединяем с этой стороны с бисеринкой. И возвращаемся в бусину и в коричневую бисеринку. И последний набор нам осталось набрать только бисерины, чтобы соединить эти желтые бусинки. По одной коричневой у нас есть. Теперь нам нужно набрать одну коричневую, одну оливковую и одну коричневую бисеринку. И проходим теперь в коричневую с этой стороны бисерину и в желтую, вот так. И потом будем захватывать нашу бисеринку возле бусины и возвращаться назад в желтую, в 2 коричневых и в серединку оливковую. И теперь мы пройдем по кругу, соединяя вершинки оливковые и добавляя между ними по одной такой же светлой бисеринке. И у нас получилось такое красивое украшение наших 4 оливковых бусин. И теперь проходим в коричневую, еще одну коричневую, в желтую бусину и проходим в бисеринку возле желтой бусинки. И теперь в перекресток идем в оливковую бусину, поворачиваем, проходим следующую бисеринку возле нового 4-листничка и также начинаем украшать и с этой стороны. И так идем до конца ряда. Вот я прошла до конца этот ряд, оформила каждое звено красивой отделкой, и получилось
Очень шикарно, на мой взгляд. Дошла до конца и вышла в бисерину, в оливковую, так, чтобы иголочка была возле бусины. И набрала 6 коричневых бисерин, прикрепила застежку, снова 6, вошла в оливковую бисерину и в бусину, и начала между бусинами добавлять оливковые беконусы. Здесь на ваш взгляд и на ваш вкус. Вот я приготовила комплект, чтобы вы посмотрели. Можно добавить вот так сюда вместо оливковых беконусов коричневую 3 мм в окружении оливковых. Тоже будет красиво. Браслетик будет поярче. Ну, я для себя решила сделать акцент на центре браслета. Поэтому я взяла оливковые, чтобы они завершали край браслета и не так сильно он выделялся. Вот у нас осталась еще вторая иголочка. Как вы заметили, весь браслет я плела одной иглой. А вторая игла у нас выходила из бусины. Мы захватили оливковую бисерину снова, так как и на том конце, чтобы нить у нас выходила ближе к бусине. Прикрепила колечко, снова набираю 6 коричневых бисерин и захожу в оливковую бисеринку, возвращаюсь по коричневым бисеринам назад, чтобы закрепить петелечку для прочности. Прохожу остальные 6 коричневых бисеринок. Проходим иголочкой в оливковую бусину на другую сторону. Теперь проходим в следующую оливковую первого звена. И начинаем добавлять оливковые беконусы между бусинами. И таким образом оформим край, и браслетик будет завершен. Так добавляем беконусы между бусинами до конца ряда. В конце завязываем узелочек и обрезаем иголочку. Вторую ниточку также заканчиваем ряд и завязываем и обрезаем. Браслетик будет готов. Если вам понравился этот браслет, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Кто подписан, благодарю вас за просмотры, благодарю вас за лайки, за ваши комментарии. Удачи вам всем, здоровья и до встречи в новом видео.